И всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Альфа Тесла. И сегодня я вам расскажу, большую часть о моде про вампиров в Майнкрафт. Итак, чтобы стать вампиром, у нас есть два, или три пути. Вот, например, вампир. Чел. Он начинает нас бить и кусать. И с каким-то шансом есть вероятность того, что он возьмет и превратит в вампира. Так. Ай-яй-яй. Вот. Но это очень долго и, как вы сами видите, опасно. Также, если вампир не можем попытаться убить вот этого вампира и получить с него клык вампира. Но также их вероятность очень низка. Но повыше, чем укус. Если вы не хотите ждать 3 дня, а это надо ждать целых 3 дня. Ай! Так, и на чем остановились? Я, по-моему, говорил про инфекцию кровожадности. Так вот, если вы не хотите ждать 3 дня, чтобы подействовал сигнарий вампирис, он должен был быть наложен, но неважно. Вот, вы можете применить сыворотку кровожадности. Она делается как раз при помощи этих клыков, только здесь вам их нужно целых 8 и 1 шприц. И вам еще понадобится вот такое вот кресло, которое делается из одного железа, шерсти и чего-то там еще. Вот, мы применяем. И до полного превращения у нас остается ровно 1 день. Вампиры также нас будут мутузить. Но это не мутузить, потому что, не знаю, нет, мутузит. Вот. И ждите 1 день. Но поскольку мы снимаем ролик и не хотим долго ждать, то мы можем сразу себе выдать уровень 1 вот такой вот командой. На уровне 1.16.5. Вот. И выбираем уровень. Дальше, если вы, конечно, играете без читов, вам нужно подойти к алтарю вдохновения. Делается он несложно. Сейчас покажу, как. Так, резко дождь пошел. Вот. Что вы получаете, когда становитесь вампиром? Во-первых, вы начинаете быстрее бегать, выше прыгать, и у вас появляются дополнительные сердечки с каждым новым уровнем. Вы становитесь сильнее, быстрее и получаете новые способности. И когда вы заходите сюда, вы видите свои способности. Ой, это что такое? Второй алтарь почему-то появился. Вот, вы здесь можете изменить меню проявления. Вот у меня лично вот эти любимые клыки. И тип глаз второй. Нет, клыки не эти. Вот, мой любимый 7-й тип клыков и 2-й тип глаз. Вот, у вас, как вы уже поняли, изменяются скины. Вот это что делает, я не знаю, в английском не очень разбираюсь. Вот здесь вы можете изменить действия, то есть свои способности, чтобы они были. Например, на клавишу 1 вы можете передать, чтобы вы могли телепортироваться или замораживать врагов. На клавишу 2 еще что-нибудь и так далее. Но нам сейчас, в принципе, это все не нужно. Вот и экран навыков. Здесь вы можете получать и открывать новые суперспособности. В основном вы доходите до 4-й стадии вампира, то есть вы классический вампир. Вот, и потом уже есть 3 ветви основных. Вот первая ветвь, она больше на боях сортируется. Вот, 3-я ветвь, она на шпионстве, маскировке. Вот, тут еще экономность есть. А 2-й навык больше на скорости и выносливости, что ли. Даже не знаю. На путешествие, можно так сказать. Вот, но как вы спросите мне прокачиваться и их открывать? Вам нужно подойти к алтарю инфузии, к алтарю вдохновения. И, как вы уже поняли, мы за вампира, естественно, можем высасывать кровь. И у нас изменилась полоска голода на полоску крови. Вон там крипер, да. На версии 1.16.5 криперы нас начинают избегать, но их лучше не злить и не трогать.
Потом еще нас не трогают зомби, скелеты, ну и прочие нежить. Про визер-скелетов и сильно зомби не знаю. Но, скорее всего, визер-скелеты тоже не будут трогать. Вот, этот уже меня за своего принимает. Вот, но почему-то, вот меня очень бесит, что тебя атакуют пауки. Из-за этого он теперь один из самых нелюбимых модов. Так, и, в общем-то, нам нужна кровь. Как ее получить? Сейчас покажу, как ее получить и прокачать свой уровень. Вот, что вам, собственно, нужно? Вот такие животные, как коровы. Но коровы лучше всего, потому что у них больше всего крови. У овец и свиней не так их много. Вот, и вам нужны просто обычные бутылочки. Вы сначала покушайте, насытитесь, потому что вам тоже кушать надо. Вот, берете бутылочку и заполняете ее кровью. И на ранних версиях корова могла с некоторым шансом при смерти стать коровой-вампиром. Но сейчас вы только специально можете заражать, и в любом случае они умирают от того, что у них слишком мало крови. Вот, вы берете эти бутылочки. Хватит, в принципе, даже одной, если вы любите бегать. Засыпаете в алтарь вдохновения, точнее, заливаете. И ждете, пока у вас не появится надпись, что хватает крови в алтаре. Я уже заранее все с собой припас, положил в свой рюкзачочек. Можете сначала заполнить до максимума, чтобы не беспокоиться потом. Вот, нажимаете, появляются частицы крови. И поздравляю, вы вампир 2-го уровня. И теперь вы открываете ночное зрение и отлично видите в темноте. Это зрение вы можете менять на определенную клавишу. Как ее настроите в изначальных настройках, я не помню, какая она была. Но вот у меня, по-моему, сейчас это английская М, да. Вот, также у вас еще появится кровавое зрение, вы с помощью него сможете видеть существ сквозь стены в темноте. Вот. Ну, в общем-то, вы берете и прокачиваетесь. Вот так вот. Вот так вот прокачиваетесь. Вот, вы уже сейчас будете 3-го уровня. А, и, кстати, считает кровь. Вот, вы уже вампир 3-го уровня. Потом вы заливаете еще больше крови. Так, пардон. Сейчас я сделаю. Вот, вы заливаете еще больше крови, чтобы заполнить алтарь вдохновения полностью и получить самые лучшие способности. Вы также, кстати, эту кровь можете пить. Что произошло? Ладно, я потом это уберу. Вот, нажимаете. И получаете вампира 4-го уровня. А потом нажимаете, и что вам пишут? Вы не можете использовать алтарь на этом уровне. Все, вы больше не можете так прокачиваться. Вам теперь полностью не нужна кровь. Ну, только если с собой таскать, как попить там, или еще что-нибудь, или продать. Внизу, по-моему, так можно. Вот, вам теперь нужен алтарь инфузии. Да, этот ритуал можно выполнить только ночью, но поскольку у нас ролик, я не буду с этим затягивать. Вот, что вам нужно? Вам нужны человеческие сердца для этого ритуала. А, я вам еще не показал способности, которые вы получаете, когда становитесь вампиром 4-го уровня. Вы, естественно, наконец-таки можете превращаться в летучую мышку, но это только в тени. Вот, и вам нужны сердца. Сердца можно добыть 2 способами, ну, по сути, 3, но мы только 2 излагаем. Это первый у жителей, когда вы их убиваете, они могут выпасть, но у жителей слабое сердце, поэтому оно не подходит. И второй способ у охотников, которые появляются у этих палаток. По сути, они должны появляться, но сейчас не появляются. Не знаю почему. Вот, вы их убиваете и получаете из них сердца и всякие разные плюшки. Но в основном
только из них можно получить классические синие сердца. Дальше же вам нужен дневник вампира. Вы его можете получать из более прокачанных вампиров. Сейчас покажу это. Так, ну вот, собственно, охотник. Твою мать, что ты меня целишься? Вот, охотник, который охотится на вампиров. Я совсем забыл. Кстати, да, от этого охотника обычно бегают обычные вампиры. Если убежать не могут, то берут и атакуют. По чуть-чуть совсем. Твою мать, а. Вот, дневник вампира вы можете получить либо вроде как из продвинутых охотников, либо с стопроцентным шансом, ну, я имею в виду, что точно можно получить оттуда из них, из продвинутых вампиров. Вот. Они охотников не боятся и убьют, как видите, довольно быстро. Дальше вам нужна чисто... для первого ритуала вам не нужна чистая кровь. Для последующих ритуалов... ну вот сейчас мы станем вампиром 5-го уровня. Да, я совсем забыл об этом. Надо подождать, пока исполнится ритуал, все такое. Ждем. Вот, мы стали вампиром 5-го уровня. И мы хотим стать вампиром 6-го уровня. Сейчас пауки нападать будут. Но мы, конечно же, сильнее от них не зрительным мечом. Вот, но вам нужна чистая кровь. 1 из 5. Господи. Вам для этого нужно призвать... точнее, не призвать, а найти барана вампиров в лесу, кстати. Кстати, продвинутые вампиры встречаются только в вампирском лесу. Это новый биом. Вот, как, собственно, и бароны вампиров. Я почему-то не могу спавнить вне пределов, видимо, они так не спавнятся. В общем-то, потом, возможно, смогу показать, как он выглядит. Потому что так они просто не спавнятся. Зараза, И пауки тоже. Вот, вы побеждаете барона вампиров. На разных версиях у них скины разные. Бывает даже разного пола. На версии ниже 1.16 или 1.15, я уже не помню точно. Вот, и вы так проходите до самого последнего, самого крутого уровня. Так, бутылочки мне не нужны. Нет, подождите, я совсем забыл. Вот, например, наступает день. Вы хотите его продать. Ну и, конечно же, вы можете спать в гробу. Заколебали! Вот, вы можете спать в гробу и продать день. Ну и, собственно, точку возрождения установить. Вот. И, ну, допустим, вы собрали самые лучшие чистые крови, 5 из 5. Вот, и вы получили 14 уровень вампира. Да, кстати, когда вы получаете новый уровень, у вас также повышается вместимость крови. Если у вас еще установлен мод на вампиров, по-моему, старость, то вы также будете получать новый возраст. Да. Там еще много есть дополнительных модов. Но не суть важна. В общем-то, вы достигли 14 уровня и думаете, а как качаться дальше? Алтарь инфузии тоже теперь не работает. Ну, вообще, ветвей развития очень много. Ну, во-первых, хочу рассказать о нескольких деталях. Вот, например, есть защитный маяк. Но я потому что уже устал без него днем. Он защищает вас от солнца на расстоянии 32 блоков от него. Он только в творческом режиме и доступен, к сожалению. Вот. Дальше у нас идет одежда. Я же пукол боюсь. Одежда вампира.
Она, в принципе, не нужна, потому что когда вы достигаете максимального уровня, у вас, как видите, вот здесь вот слева над сердечками, полностью становится фулл броня, короче. Как если бы вы надели назаритку или алмазку. Вот, для чего нужна одежда, спросите вы? Ну, в принципе, чтобы вы могли зачаровывать и при этом не выглядеть как-то плохо. То есть, в принципе, просто для декорации. Все подходит, все шикарно, все красиво. Но скажу честно, вот ботинки, именно ботинки, вообще не вписываются. Деревянные. Без них намного лучше. Ну, я думаю, это получше, чем алмазные там или какие-нибудь ботинки, которые прям сильно выделяются. Вот. Я лично люблю всегда корону. Там у них тоже есть всякие свои разные рецепты. Вот здесь, например, алмаз, нужна чистая кровь, все такое. Штаны тоже крафтятся по-особенному. Ну, вообще везде тут сердца, кроме плаща. Там чистая кровь и алмазик. Вот. Ну, они, в принципе, для зачарования и для красоты. Дальше вы можете заметить, что здесь у вас могут быть 3 слота. Нужны они для амулетов, колец и поясов. Что они делают? Они добавляют очень разнообразные бафы для вашего персонажа. Бафы самые разнообразные, и у них есть самая большая вариация, наверное, вообще в этом моде, и, возможно, даже в Майнкрафте. Хотя нет, в черной броня больше вариаций имеет. Вот, да, тут есть шляпа, есть корона. Мне больше корона нравится. Вот, также у вас еще появятся мечи. Я испугался. Тут же защита моя. Только на меня что ли действует? Ладно, не суть важна. Вы также можете получать вот такие вот вампирские мечи. Для чего они нужны? Честно скажу, сам не знаю, потому что они намного слабее, чем назаритовый или алмазный меч. Но в некоторых случаях они могут быть даже лучше, потому что вот сейчас покажу вам по ветви развития охотника или оружейника, не знаю, называйте как хотите. Вот здесь вот, например, есть кровавая зарядка. Зарядите свою кровь, используя инструменты нахожу. Щелкну правой кнопкой мышки. То есть вы, по сути, можете зарядить себя с помощью своего меча на ходу, просто взяв и использовав его. И таким образом вы насытитесь кровью, как-то так. Но это если он еще заряжен. То есть вот здесь, например, зарядки вообще нет, и когда он заряжен, он еще сильнее бьет. Вроде бы как. Вот тут есть обычный искатель сердец. Он крафтится из 2 кровавых железных слитков и палки. Ну, в принципе, там все мечты крафтятся. Ну и чинится он вот так вот. Кровавые слитки получаются с помощью чистой крови, любой чистоты. И 3 железных слитков. Получается 3 железных слитка. В общем-то, вы окропляете. Также есть еще улучшенная вариация, которая крафтится из улучшенных кровавых железных слитков. Здесь частота необходима точно 5 из 5, и вы также получаете 3 железных слитка. Ой, 3 улучшенных кровавых слитка. И вот самый лучший вариант — это ультимативный меч. Там также есть еще не искатель сердец, а пронзатель сердец. Но его прям долго мне искать нужно будет здесь, наверное. А, нет, вот он. Он крафтится из сразу 2 слитков. Но я вам так скажу, он почти ничем не лучше, чем искатель сердец. Просто он бьет сильнее, но бьет также медленнее. Зарядка у него не зарядка, а эффективность медленнее. Вот. И переходим к ультимативному. Когда мы на него нажимаем на клавишу R, ну, с особым модом, мы видим только, как его можно как-то чем-то зачаровать. Тут, в принципе, прочность и все такие зачарования. О, кстати, убийца вампиров. Вот это, кстати, хорошее заклинание. Тоже, по-моему, в мод ходит. Вот. Но как же его получить? Ну, во-первых, все мечи можно вот так вот заряжать, поставив на колбу с кровью. А, и я не показал, как вообще крафтить алтарь вдохновения. Вот такой вот его кровь. Крафт.
Тут нужен контейнер крови. Для контейнера крови тут нужно 4 стекла и 4 дерева. Вы не обращайте внимания, у меня просто сторонние моды на стекла и деревья стоят. Вот. В общем-то, как-то так. Кстати, можно также им давать имя. Я не знаю, ультимативным или просто обычным. Вот. В общем-то, тут есть зарядка. 100%. По-моему, как-то можно заряжаться от него. Но, не суть важна, у него становится больше урон. Такой же, как у незритого меча, кстати, когда он заряжен. Сам меч-то. И намного быстрее скорость атаки. То есть, если здесь скорость атаки 0,4, то здесь 1,6. Так, это, по-моему... Но он все равно медленнее, чем незритовый меч. Можно, конечно, его зачаровывать, прокачивать. Смысла особого не вижу. Но если вы вампиры вкачали драку, ну то есть боевое искусство, то он вам особенно пригодится, когда вы будете добивать, например, свою жертву. Там есть такая особенность. Вот. И также, кстати, он же еще не обученный. То есть вы его можете обучать, и из-за этого будет повышаться скорость атаки. Ну, с ним, правда, не так удобно играть, конечно, но все равно. Если вы уже устали быть вампиром, то вы можете превратиться обратно в человека, но при этом потеряете все уровень и умрете. Мне это сейчас нафиг не нужно. Но это если, я думаю, вы хотите стать там охотником на вампиров или оборотнем. Ну, про оборотни это уже другой разговор. В общем-то, как прокачиваться дальше? Если вы получили, вот, к примеру, улучшенный меч, все такое. Кстати, также есть в этом моде зонтик, который вас будет защищать от солнца. Но я думаю, лучше использовать из сторонних модов. Например, назаритовый зонтик. Я не знаю, по-моему, они заставляют тебя быстрее бегать, либо же выносливость у них тратится медленнее. Не знаю точно, может просто красивее выглядит. Но, в принципе, в этом моде они действительно красивее выглядят. Кстати, в лесу вампиров можно найти кровавую ель и проклятое дерево. Дальше я вам покажу, как получить статус лорда вампиров и что для этого нужно сделать. Поехали! И вот и, собственно, наша деревня. Не удивляйтесь, то, что она так красивая. У меня установлен специальный мод на красивые деревья или структуру, я уже не помню. В общем-то, чаще всего вы, скорее всего, особенно с такими модами, как у меня, не сможете найти маяк и тому подобное. Поэтому вы сможете скрафтить его сами. Точнее, не маяк, а тотем, путаюсь. Вот, нижняя часть тотема, здесь просто доски. Вот, и верхушка тотема. В принципе, крафт не прям дорогой, но и не дешевый. Остерегайтесь големов, они на вас будут нападать пока что. Вот, просто ставьте нижнюю часть тотема и ее верхушку. Потом вы начинаете рейд, и ваши вампиры, чайные, вы в том числе берете и захватываете деревню. Могут сопротивляться, ну там только големы, но и то не всегда. И в основном жители. Так, давайте я пропущу этот скучный момент. Да, кстати, меня только что убил железный голем. Интересный факт, что играя за вампира, вы можете воскресать, даже если вы играете на хардкоре. По-моему, там есть ограниченное количество раз, либо же это просто рандом, можете воскреснуть или нет. В любом случае, там идет рейд. И когда вы воскрешаетесь путем жертвования своей крови. Не хочу снова убить. Точнее, быть убитым големом. Так, ну рейд закончился. Поэтому... Да кто? Я просто упал, наверное. Нет, я голоден. Это уже вампирыч.
Вот, да, вы очень голодны, так что постарайтесь скорее найти себе покушать. А именно свинятину, курятину, ну, а лучше всего говядину. Вот, собственно, зачем я вам сказал идти рейдом? То, что, во-первых, ну, вы сможете себе найти хороший дом, где очень хорошо и днем, и ночью. Ну, это же, конечно, не самое главное, я думаю, вы понимаете. Ух ты, красота какая. Сейчас я найду одного очень важного и нужного жителя и расскажу вам, что это как. Кстати, вот я нашел эксперта по вампирам. Он может продавать вам как раз вот этот ультиматив... да, ультимативный искатель сердец. Но, по сути, вам очень долго придется качаться, и он, по-моему, задорого его продает. Так что особенно не парьтесь. Можете пока что побыть даже с Назаритом. Ну, если у вас время есть на него. Кстати, вот это самое кровавое зрение, с помощью которого вы можете видеть сквозь стены. Ну, именно в темноте. Ну, сейчас ночь, потому что... Так, ну, давайте я предложу поиски. Потому что я так и не нашел его. Ну, я его искал и... Твою мать, не нашел. Вот, представитель вампиров, он нужен вам, вот, и вы должны принять из него квест, вы достойны. Вот, здесь вам потребуется чистая кровь 5 из 5, золотой слиток 0 из 32, ну, короче, 32 золотых слитка, заразить 25 существ кровожадностью, ну, то есть вампиризмом, и захватить и защитить свою деревню, или чужую захватить. Короче, без разницы. Сейчас я все это достану из креатива. То, что я уже устал ставить все это на паузу. Так, что там ему нужно? Чистая кровь. 5 из 5. Золотые слитки. Ну и, собственно, рейд деревни, естественно. Сейчас я попробую, может, прокатит. Взять и установить здесь второй маяк. Значит, это не работает. Ну, ясненько. В общем-то, что вы получаете, когда вы все это делаете? Вы сможете делать... Сейчас покажу. Найм вампиру в услуге. Вы сможете нанимать обычных вампиров. Вот. И потом вы сможете их прокачивать. Вот. Для уровня от 2 до 3. В общем-то, вы сможете прокачивать их с помощью вот этих вот свитков. Максимальный уровень 7, чтобы у вас был миньон. Ну и компаньон. Вот, просто найм вампира слуги. Как он крафт сейчас посмотрю. Он может быть только получен в качестве награды от представителей вампиров. По-моему, он многоразовый или какой-то такой. Кстати, вот тот самый вампирский лес и вот те самые бараны вампиров. Они, кстати, тоже могут иметь миньонов. Кстати, сейчас мы и проверим. То есть вот мы используем. Нет, у меня слишком низкий уровень. Блин. Или он уже их. Ну, сейчас я заполню, посмотрю. И на этом будем заканчивать. Нет. Вам сперва надо получить уровень лорда, а потом уже
попытаться нанять миньона. Ну и... Ой, извиняюсь. В общем-то, он может быть получен только... Я сам не до конца понимаю. Либо в качестве награды за квест. Либо в качестве награды за квест, который появляется здесь. Либо он просто появится, и вы сможете очень многоразово их получать. Но это маловероятно. В общем-то... Всем спасибо, то, что досмотрели это длиннющее видео до конца. Во всяком случае, я думаю, вы очень много узнали. Кстати, еще интересный факт. Оказывается, это у нас обычный искатель сердец. А если мы возьмем искатель сердец ультимативный, он будет быстрее, если не зрит твоего меча. И это он еще будет необученным. То есть, во всяком случае, вампирские мечи намного круче, чем обычные. В общем-то, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ждите следующее видео. Но, скорее всего, но это не точно будет про охотников на вампиров, либо же про оборотней. Подписывайтесь на канал, или я это уже сказал. Ставьте колокольчик обязательно. И всем пока-пока!